Иногда самый простой рецепт оказывается именно тем, что приносит в дом уютный запах и хорошее настроение. Сегодня я готовлю невероятный нежный банановый кекс, который получается даже у тех, кто впервые берется за выпечку. Ассаляму алейкум, дорогие друзья! Давайте начнем. Сначала разбиваем в миску 2 яйца. Добавляем 100 грамм сахара. Немного корицы или ванилина, все по вашему желанию. Щепотку соли. Эти маленькие специи делают вкус ярче. Начинаем взбивать миксером. Масса должна стать пышной и немного светлой. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Всем спасибо! Теперь вливаю 120 граммов растопленного сливочного масла или маргарина. Масло должно быть теплым, но не горячим. Снова немного взбиваю, буквально пару секунд. Дальше добавляем муку. Здесь вам понадобится 150 грамм муки. Добавляйте муку частями. Каждый раз хорошо перемешивайте, чтобы не было комочков. А у вас есть любимый рецепт кексов? Вы можете поделиться с нами в комментариях. Возможно, кому-то будет полезно. Если видео для вас длится очень долго, вы можете в настройках прибавить скорость. Добавляем оставшуюся часть муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Немного перемешаем до однородности. Теперь переходим к бананам. Берем 3 маленькие или 2 больших спелых банана, можно даже переспевшие. Превращаем в пюре. Можно даже оставить небольшие кусочки. Они попадутся в кексе и добавят сочности. Если у вас дома остались бананы, которые никто уже не хочет есть, это идеальный рецепт, чтобы их спасти. Добавляем банановое пюре в тесто и еще раз аккуратно перемешиваем. Тесто получается очень нежным, ароматным и чуть густоватым. Вот такое тесто у вас должно получиться. Густая, как сметана, и с кусочками банана. Форму для выпечки я застелила бумагой. Это поможет пирогу легко выйти из формы после запекания. Если у вас нет бумаги, можно просто смазать маслом. Переливаем тесто и равномерно распределяем его. Отправляем пирог в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 40-45 минут, смотря по вашей духовке, до готовности. Когда верх станет румяным, а палочка выйдет сухой, значит все готово. Достаем, даем немного остыть и аккуратно вынимаем из формы. Но я не стала ждать, когда кекс остынет, потому что за дверью меня ждут мои дети. Пирог сейчас очень горячий, так что аккуратно убираем бумагу. По желанию можно посыпать сверху сахарной пудрой. Разрезаем, чтобы попробовать. Кекс такой мягкий, ароматный, влажный внутри, очень простой, но такой вкусный. Если вам понравился рецепт, не забудьте подписаться на канал. Ваши лайки и комментарии помогают мне продолжать снимать такие уютные домашние видео. Спасибо, что были со мной. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и спокойствие. Ассаляму алейкум.